Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Мы с Трейси опять едем на дачу, и я каждый раз любуюсь, какой у нас лес. Последние 2 километра перед товариществом вот такая дорога через лес. И по телевизору сказали, что люди в Японию очереди создают в посольство, чтобы посмотреть, как клены желтеют на осенние клены. А у нас это все рядышком, и каждый день можно смотреть. Да и моего соседа на даче тоже вон клен растет прямо на мой участок, листья закидывает. Так что и я и у себя, не отходя от кассы, как говорится, могу полюбоваться. Мы с Трейси на дачу приехали. Вот он, этот клен. Я уже собираю последний урожай. Вот баклажаны собрала, перчики, остатки, а там еще цветущих много. Это острый перец. Я, если честно, за лето его ни разу не собирала. И помидоры, остатки. Виноград сегодня заберу тоже последний. Остальное я уже перевезла, и мы его почти весь съели. Кивана собрала. Они еще, конечно, зеленые. Начинают некоторые только оранжевыми, но они пожелтеют в процессе. Ну и мамардика совсем мелкая, которая созрела более-менее. Зеленые оставшиеся я там оставила, даже не стала срывать, они маленькие все. Сегодня заходили на участок, когда прямо около калитки мертвая птичка лежала. Пришлось, прежде чем Трейси из машины выпускать, сначала ее оттарабанить на лопате в лес. Сейчас буду все выдирать отсюда. Единственное, что надо собрать, наверное, вот эту мелотрию шершавую, чтобы она мне в следующем году, во-первых, не проросла нигде, хотя я сомневаюсь, что не прорастет, где-нибудь да останется. Но у меня сестра ее полюбила, делает из нее варенье с апельсином. И, короче, я ей все передаю, собираю и передаю. Виноград, понятное дело, листья все померзли. Я почему сегодня решила все это дело делать? Да потому что в ближайшие дни обещают месячную норму дождей, а с понедельника снег. Сегодня 11 октября уже, ну пора в теплицах убирать. Виноград, кстати, потемнел. То ли гниет, то ли созрел, не знаю. Горох цветет, но думаю, что нет, не будет уже из него стручков, раз снег обещают. Ну, посмотрим, пусть стоит, сколько стоит. Хотя я очень надеялась на него, что в октябре он созреет, но как-то не сложилось. Я уже посадила чеснок. Вот здесь вот эта маленькая грядочка, потом вот эта грядка, которая с дугами, полностью я дугами огородила от трески, потому что она, когда несется, кавкать на кого-нибудь забывает, думает, пустая грядка, можно. И вон та грядочка справа от капусты, тоже с чесноком. Всего вместе получилось 330 зубчиков. Я приготовила 350, но влезло в эти грядки только 330. Наверное, лук-порей в ближайшее, вот сегодня-завтра буду убирать уже, потому что не под снегом же мне его копать. Конечно, хотя этот снег растает сразу же, но все равно надо лука, вот этого батона, надергать сколько-нибудь зеленых перышков тоже, иначе они все равно все под снегом пропадут. И я думаю, что буду, наверное, срезать сегодня-завтра капусту, Славу, июньскую. Кстати, вот тверденький уже качанчик маленький. Ну пусть. А вот этот вот попробую, этот мягенький. Ну пусть стоят пока. А Славу уберу, потому что если обещают столько дождей, то как бы мне кочаны не разорвало, потом они будут храниться гораздо хуже, разорванные. Надо будет их срочно есть, острых капусты как съесть. Не выдрала, а выкопала уже георгин. Он у меня в теплице с перцами, с баклажанами стоит. Малину обрезала. Эта вот ветка у меня упала из тачки, когда я везла. Я ее просто бросила потом на грядку, чтобы не идти в компост. Ну вот после помидоров сейчас тоже все буду вот это из теплицы выдирать и кидать в компост. Топинамбур по малине, который тоже обрезала, но я его даже не копала. Что-то мне все некогда, но надо попробовать хоть копнуть. Я его последний раз в детстве ела. Надо, наверное, копнуть. Ну, столько всего вести, что я даже не знаю. Это вот мамардика у меня одна раскрылась, пока меня не было, и все ягоды повалились в грядку. Тоже сейчас все это буду выдирать. И, короче, работы очень много. Я 2 дня не приезжала на дачу, поэтому там мамардика.
Вот редьку тоже черную я решила, что сегодня выдеру. Я, кстати, редьку черную мама мне посоветовала сажать в середине июня, а не как на пакетах написано, сажать в середине июля. И вот она у меня, в принципе, нормально успела вырасти. Нормальная, хорошая. Я одну уже большую дернула, соседке отдала. А сейчас покажу, что в результате получилось. Ну вот, нормально. 3 штуки сестра у меня заказала, остальные себе. Тоже где-то хранить надо, это же тоже целое дело, найти место. У меня и так 3 холодильника с отделениями для овощей. И еще из старого холодильника отделение для овощей я в один из этих холодильников сунула, чтобы хранить все. Срезала капусту. В принципе, неплохая. Вот эти вот 2 маленьких качанчика, это с июньской наросло. То, что вот я не выдрала сразу, они наросли, они достаточно плотненькие, остальные мягкие. Вот этот самый плохой качан, он то ли кила там была, то ли поели его, но очень много пришлось срезать. Я планирую все это до самых прям сильных морозов оставить на веранде. У нас там диван стоит, на диване я положила такие доски деревянные и ящики. И в эти ящики положу капусту, сверху накрою пакетом и каким-нибудь одеялом. И она у меня до самых морозов будет на веранде, а то дома некуда особо. Дело уже к вечеру, скоро стемнеет, и уже Трейси прекратила гавкать, бегать, уже тоже устала. А я выкопала лук-порей. Посмотрите. Ну, конечно, в этом году я его, во-первых, очень часто посадила. Я там, видите, они беленькие какие. Я верхние листья ободрала сразу, как выкапывала, чтобы грязь не тащить сюда на теннисный стол. И так достаточно грязи будет. И я так как посадила часто очень, то и окучивать его не получилось. И поэтому белая вот эта часть, она не очень большая, длинная, а ценится-то белая часть. Сейчас срежу корни и лишнюю листву. И тогда уже будет не так много, как казалось бы. Все уже, корни и листва срезаны. Вот все, что получилось. Ящик, и вот здесь вот немножечко. У меня семья полюбила прямо киш такой из песочного теста. Вот этот лук-порей поджарить немножечко, попассеровать. И смешать с сыром тертым и яйцами. И вот песочный пирог такой получается. Сначала песочный выпекаю, а когда уже почти готово, то добавляю вот эту смесь из лука, порея, яиц и сыра. Получается очень вкусно. Любуюсь красками осенними каждый раз, когда поднимаю глаза от грядок. И Трейси, ну, мне еще шланг, кстати, надо убрать. Скоро холода начнутся, уже ни к чему. А сегодня уже следующий день. Сегодня целый день была отличная погода, солнечная, но сейчас уже 3 часа дня. Через 2,5 часа темнеть начнет. Мы с Трейси опять на даче. Я сегодня не так уж много успела, потому что приехала только где-то в 1:30. Была занята домашними делами. Вот убрала все в теплице, выдрала перцы, баклажаны, не перекапывала, просто так вот прошлась, сорняки повыдирала, самые видные, и повыбирала от мелотрии шершавые плоды, чтобы они у меня в следующем году не выросли так же, как в этом. Но мне кажется, все равно я от них не от всех избавилась. Все баклажаны выдранные, перцы, ну и тут еще кое-чего я скидывала вот сюда, вот здесь, где собираюсь делать в следующем году клумбу. Пусть там пока за зиму трава сопреет, червячки, корешки у нее подъедят. В эти теплицы еще даже не заходила. От редьки ботву здесь тоже рядом на грядке сбросила тоже в качестве мульчи. Весной все это можно сгрести, перекопать. И нашла, смотрите, 2 редиски огромные, но они деревянные просто. Просто отложила вам показать.
Вообще, а сейчас вот в данный момент я уже слила воду из всех бочек, шланг, который от скважины идет, уже закрутила вокруг скважины, все отключила, потому что завтра уже обещают снег. Конечно, с утра, когда солнце вовсю светило, мне не верилось. С бархатцев надо семена собрать, да и потом выдрать их все и пионы обрезать. Но это если я успею, может быть, снег не сразу ляжет, а наверняка он растает. У меня еще очень много дел. Прямо за один день вся листва обвалилась с ореха. Смотрите, вот прямо на грядку замульчировала мне даже ее чуть-чуть. И очень много. Ветер сегодня очень сильный был. Прям листья сваливаются с деревьев. Наверное, действительно завтра будет снег. Природа готовится к снегопаду. Вот клен соседский, смотрите, все листья пообвалились почти. Он уже почти голый стоит. И мне надо бы собрать листового опада в куче, но это как получится, для того, чтобы потом виноград укрывать. Ну, наверное, на следующей неделе, если под снегом все не окажется, но растает он наверняка. Дорогие друзья, если вам понравилось это видео, понравилась экскурсия по даче моя в лесу еще листвы, ставьте лайк. Пишите свои комментарии, конечно же, подписывайтесь на мой канал. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.